Выделить механизм, на основании которого можно понять, как же формируются проблемы с дыханием, не представляется возможным. Потому что такие моменты, как дыхание, сердцебиение, артериальное давление и температура тела очень-очень плотно между собой связаны. Поэтому и освещать я буду этот процесс немножечко в общем, но, естественно, с упором на дыхание. Выделить какой-то параметр, характерный для дыхания, не представляется возможным, поскольку это круг. Но в круг всегда есть вход. И вход в наш круг – это психологическая нагрузка. Любой агрессивный внешний фактор в первую очередь приводит к повышению тонуса мышц, что, естественно, вызывает замедление кровотока и рефлекторную остановку дыхания, как бы замирание. Всем знаком момент, когда громко хлопнула дверь, человек вздрагивает, сжимается и затаивает дыхание, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Но это внешние проявления, а внутри начинаются совсем другие процессы. Замирая, останавливая дыхание и задерживая кровоток, ситуация сходится к чему? К тому, что меняется pH крови. Накапливается углекислота. Это что касается крови. А в бронхах в это время начинается активная выработка слизи. А следующий этап, в который переходит человек, это чувство удушья. И всем известно, что чувство удушья всегда рефлекторно сопровождается тревогой и страхом. И не просто страхом, а реальным страхом смерти, которая должна произойти, по мнению человека, прямо сейчас. Что же происходит с организмом дальше? Сколько можно задерживать дыхание? Организм не знает, но он ориентируется на химические процессы, и вслед за этим возникает мощный глубокий вдох. А возможно даже несколько, что на химическом уровне будет определяться могучим насыщением крови кислородом, а соответственно сменой газового состава. Дефицит углекислоты будет приводить вновь к смещению pH крови. А смещение pH крови будет вызывать тонус мышц. И круг замкнулся. Мы вновь пришли к тонусу. Наверное, в самом описании механизма формирования подобных ситуаций нет ничего интересного. Но внешне мы наблюдаем очень интересные, очень сложные, очень яркие зачастую ситуации. Например, на человека напала собака. Ночь. Темно, страшно, и собака кажется собакой Баскервилей. Он, естественно, испытал все прелести: задержки дыхания, повышение артериального давления, чувство пульса в ушах. Он бежал, он дышал. Добежав до дома, померил давление, принял чего-то успокоительного. И что же происходит на следующий день? На следующий день он точно так же вечером возвращается домой. Но он уже не просто возвращается, он идет и озирается. Он прислушивается, а нет ли той самой собаки, а не грозит ли ему этот момент вновь и вновь. И рассказывая об этом своим родственникам, своим друзьям, он как бы делится этими тревожными переживаниями, настоящими, реальными, которые похожи на смерть. Подобных историй в жизни каждого приключалось великое множество. Но как узнать, кто подвержен такой ситуации, кого она может коснуться? В следующем выпуске я расскажу вам именно об этом. Смотрите, слушайте и думайте.